Эта история произошла в горах Северной Америки. Там живет человек по имени Франц Смит, который ведет спокойную жизнь в гармонии с природой. Однажды его жизнь резко изменилась, когда орел внезапно унес его внука во время семейного праздника. Это событие всех шокировало, и все хотели узнать причину, по которой орел это сделал. Франц Смит был человеком, который посвятил свою жизнь заботе о животных и природе. Он был хранителем природы и всегда старался помочь раненым или нуждающимся существам. Однажды он отправился на охоту и нашел раненого орла с поврежденным крылом. Франц решил помочь орлу и принес его домой, чтобы вылечить. В течение нескольких недель Франц присматривал за орлом, кормил его, поил и лечил его раны. Орел смотрел на него пристальным взглядом, и между ними была особая связь. Когда орел восстановился и стал достаточно большим, чтобы летать, Франц вынес его на улицу и отпустил. Он знал, что пришло время выпустить орла и позволить ему вернуться в свой дом. Поглядывая на Франца, орел расправил крылья и взмыл в воздух. Мужчина смотрел, пока орел не стал маленькой точкой в небе. Однако, на этом история не закончилась. Вернувшись в горы, орел продолжил навещать своего спасителя и его жену. Каждые несколько дней он садился на ближайшее дерево и наблюдал за людьми. Иногда он даже присоединялся к ним. Связь между Францем и орлом никогда не исчезала. В их дружбе они нашли взаимопонимание, выходящее за рамки слов. Своей заботой и добротой Франц обрел в орле друга. Через несколько лет у Франца появился внук. Его родители решили привезти малыша в горы, чтобы он познакомился с дедушкой и бабушкой. «Смотри, Альберт, это те горы, где твой дедушка жил всю жизнь, и когда-нибудь я всему тебя здесь научу». Сидя на крыльце дома и держа внука на руках, сказал Франц. В этот момент в воздухе прозвучал знакомый крик. Франц посмотрел вверх и увидел, что орел кружит над ними. «А это Альберт, очень особенный друг», — сказал Франц, указывая на орла. «Он тоже часть этих гор». Орел спустился и уселся на ветке, любопытно разглядывая новорожденного малыша. Казалось, он приветствует его. В тот вечер семья Смит праздновала приезд Альберта большим пиром. Смех и радость наполняли воздух, пока все собрались отметить нового члена семьи. Орел наблюдал за праздником со своего дерева, не сводя глаз. Однако, по мере того, как день продвигался, орел начал вести себя странно, издавал необычные крики и хлопал крыльями. Франц, который наблюдал за орлом, почувствовал беспокойство, что-то было не так. И тут произошло невообразимое. Орел вдруг сорвался с ветки, бросился к ребенку, схватил когтями и улетел вместе с ним. Сердце Франца остановилось, когда он увидел, как орел уносит его внука. Семья Смит бросилась за орлом, крича и размахивая руками, в отчаянной попытке заставить птицу выпустить ребенка. Франц был в смятении и ужасе. Существо, которое он выходил и считал другом, похитило его внука, он не мог этого понять. Как птица, проявившая столько благодарности и дружбы, теперь могла так поступить? Страх за Альберта смешивал это с чувством предательства. Он доверял орлу, открыл ему свой дом и сердце, и теперь, казалось, все это было напрасно. Но в глубине души он отказывался верить, что животное могло причинить им вред. Что-то было не так, чего он не понимал. И тут земля задрожала, оглушительный рев наполнил воздух, а горы за домом Франца начали рушиться. Огромные камни и земля обрушились прямо на дом семьи Смит. Франц и его семья остановились как вкопанные, с ужасом глядя, как их дом уничтожается оползнем. Дом, бывший родным для поколений Смит, превратился в развалины за считанные секунды. Но тут с неба вернулся орел. Он плавно спустился и положил Альберта на землю, семья бросилась к нему, обнимая и плача от облегчения. Франц повернулся к орлу, его глаза были полны изумления и благодарности. «Ты знал, что это произойдет, и отнес Альберта в безопасное место. Ты спас нас всех», — сказал Франц. Орел просто смотрел на него своими золотыми глазами, сияющими почти человеческим разумом. Затем с последним криком
Он взмыл в небо и исчез из виду. С того дня Франц и его семья никогда не забывали долг перед Орлом. Хоть их дом и был разрушен, они остались живы и невредимы благодаря своевременному вмешательству Орла. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. И если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.